Урок 1. Планирование собрания. Эй, Анна. У вас есть минутка? Мне нужно организовать встречу. Конечно, Джон. Я доступен. О чем собрание? Речь идет о предстоящем сроке реализации проекта. Думаю, команде важно обсудить наш прогресс и любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Похоже, это необходимо, Джон. Когда вы хотите запланировать встречу? Как насчет завтрашнего дня? Около 2 часов дня. Завтра в 2 часа дня у меня работает, Джон. Должны ли мы забронировать конференц-зал? Да, давайте зарезервируем конференц-зал, в котором может разместиться вся команда. Я позабочусь об этом. Отлично. Должны ли мы разослать всем приглашение на встречу? Да, это было бы полезно. Я составлю приглашение на встречу и включу повестку дня и все соответствующие материалы. Отлично, Джон. Важно заранее предоставить команде необходимую информацию, чтобы они могли подготовиться. Безусловно, Анна. Четкое общение и подготовка – залог продуктивной встречи. Согласен, Джон. Это позволяет всем быть на одной волне и вносить эффективный вклад. Как только я отправлю приглашение на собрание, я попрошу всех подтвердить свое участие. Важно знать, кто там будет. Отличная идея, Джон. Это помогает нам соответствующим образом планировать и при необходимости вносить коррективы. Точно, Анна. Мы хотим максимально использовать время, проведенное вместе, и сделать так, чтобы мнение каждого было услышано. Есть ли что-то еще, что нам нужно рассмотреть перед встречей, Джон? Думаю, нам следует выделить время для открытого обсуждения и решения любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у команды. Согласен, Джон. Создание открытой и инклюзивной среды поощряет сотрудничество и развивает чувство командной работы. Я рада, что ты так считаешь, Анна. Важно, чтобы все чувствовали себя ценными и чувствовали себя комфортно, делясь своими мыслями. Безусловно, Джон. Поощряя открытое общение, мы можем работать вместе более эффективно и преодолевать любые препятствия. Не могу не согласиться, Анна. Наш командный успех зависит от нашей способности сотрудничать и совместно находить решения. Хорошо сказано, Джон. Я ценю ваш активный подход к организации этой встречи и обеспечению того, чтобы мы не сбились с намеченного пути. Спасибо, Анна. Я считаю, что эффективная коммуникация и регулярные проверки – залог успеха проекта. Я полностью согласен, Джон. Давайте сделаем эту встречу продуктивной и приблизимся к достижению целей нашего проекта. Определенно, Анна. Я уверена, что при активном участии и вовлеченности всех мы сможем добиться больших успехов. Я разделяю твою уверенность, Джон. Я с нетерпением жду встречи и совместной работы по достижению наших общих целей. Спасибо, Анна. Мы очень ценим вашу поддержку и преданность команде. Давайте сделаем эту встречу успешной. Добро пожаловать, Джон. Я также заинтересован в успехе нашей команды. Желаем продуктивной и плодотворной встречи. Приветствую вас, Анна. Давайте примем необходимые меры.
Вскоре я разошлю приглашение на встречу. Звучит неплохо, Джон. Я буду готов внести свой вклад и сотрудничать во время встречи. Спасибо, что взяли на себя инициативу в этом вопросе. Мне очень приятно, Анна. Мы занимаемся этим вместе, и я благодарна за вашу поддержку. Увидимся на встрече. Урок 2. Выбор подходящей лопаты. Анна, я хочу купить лопату, но не знаю, какая из них подойдет новичкам вроде меня. Какие-нибудь рекомендации? Отличный вопрос, Джон. Я бы посоветовал начать с небольшой садовой лопаты с заостренным наконечником. Почему вы рекомендуете маленькую садовую лопату, Анна? Небольшая садовая лопата легкая и простая в обращении, что делает ее идеальной для новичков. Заостренный наконечник позволяет точно копать. Понимаю. Значит, мне было бы легче контролировать и эффективно использовать, верно? Точно, Джон. Лопата меньшего размера обеспечит вам большую управляемость и точность, особенно при работе в труднодоступных местах или рядом с растениями. В этом есть смысл. Я не хочу случайно повредить растения во время копания. Безусловно, Джон. Небольшая садовая лопата поможет вам избежать ненужных повреждений и обеспечит успех ваших садовых проектов. Есть ли другие типы лопат, которые мне следует рассмотреть? Что ж, существуют разные типы лопат для определенных целей. Понимаю. Итак, это зависит от конкретных задач, которые я буду выполнять в своем саду. Да, именно так. Важно учитывать тип садовых работ, которые вы будете выполнять, и выбрать лопату, соответствующую этим требованиям. В этом есть смысл, Анна. В основном я буду заниматься посадкой цветов и овощей, поэтому пока хватит небольшой садовой лопаты. Похоже, это неплохой выбор, Джон. По мере накопления опыта и выполнения различных проектов, вы всегда можете инвестировать в дополнительные инструменты. Это правда. Я хочу начать с простого и постепенно расширять свой садовый инвентарь по мере того, как мне станет удобнее. Это мудрый подход, Джон. Всегда лучше начинать с самого необходимого и создавать коллекцию в соответствии со своими потребностями и интересами. Я ценю ваши советы, Анна. Полезно, когда кто-то с опытом может дать совет. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Садоводство может быть полезным и приятным хобби, и я очень рад, что вы начнете. Спасибо, Анна. Мне не терпится испачкать руки и создать прекрасный сад. Уверена, у тебя все получится, Джон. Не забывайте не торопиться получать удовольствие от процесса и без колебаний обращаться за помощью, если она вам нужна. Я буду помнить об этом, Анна. Терпение и обучение у других – ключ к успеху в любом новом начинании. Безусловно, Джон. Садоводство — это непрерывный процесс обучения, и всегда можно открыть для себя что-то новое. Я очень рада отправиться в путешествие по садоводству, Анна. Еще раз благодарю вас за ценный совет. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы поддержать тебя на этом пути. Счастливого садоводства и пусть ваш сад процветает. Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку и добрые пожелания.
За цветущий сад и множество зеленых пальчиков. Урок 3. Актуальные темы и личные мысли. Да, в последнее время это самая актуальная тема. Что вы думаете по этому поводу? Что ж, есть разные точки зрения на этот вопрос, Джон. Важно подойти к этому непредвзято и рассмотреть разные точки зрения. Согласна, Анна. Чтобы глубже понять эту тему, важно вести уважительные и содержательные беседы. Безусловно, Джон. Участие в конструктивном диалоге позволяет нам расширять кругозор и учиться друг у друга. Итак, что ты лично думаешь по этому поводу, Анна? Лично я нахожу это наводящим на размышления и сложным. У обеих сторон есть веские аргументы, и важно взвесить все «за» и «против». Понимаю. Это, безусловно, многогранный вопрос, требующий тщательного рассмотрения. Да, Джон. Важно собрать достоверную информацию и критически проанализировать ее, прежде чем составить обоснованное мнение. Полностью согласна, Анна. Очень важно основывать свои мысли на фактах, а не только на эмоциях или слухах. Совершенно верно, Джон. Факты должны направлять наше понимание и формировать нашу точку зрения. У тебя была возможность обсудить эту тему с другими, Анна. Да, у меня было несколько бесед с друзьями и коллегами. Приятно слышать разные точки зрения и участвовать в уважительных дебатах. Звучит поучительно, Анна. Очень важно вести разнообразные беседы, чтобы расширить наши перспективы. Не могу не согласиться, Джон. Это позволяет нам бросить вызов собственным убеждениям и рассмотреть альтернативные точки зрения. Есть ли какие-либо конкретные ресурсы или статьи, которые вы рекомендуете, чтобы узнать больше об этой теме, Анна? Есть несколько авторитетных источников, которые предоставляют углубленный анализ и сбалансированные точки зрения. Я могу поделиться с вами некоторыми ссылками. Это было бы здорово, Анна. Мне не терпится собрать больше информации и продолжить обучение. Я пришлю вам ссылки позже, Джон. Для получения точной и надежной информации важно полагаться на надежные источники. Спасибо, Анна. Я ценю вашу помощь в поиске надежных ресурсов. Добро пожаловать, Джон. Всегда полезно искать знания и быть в курсе текущих событий и актуальных тем. Действительно, Анна. Хорошая информированность позволяет нам активно участвовать в содержательных обсуждениях и вносить свой вклад в позитивные изменения. Безусловно, Джон. Наши мысли и действия могут изменить ситуацию к лучшему, и все начинается с четкого понимания стоящих перед нами проблем. Я благодарна за наш разговор, Анна. Это вдохновило меня углубиться в эту тему и принять участие в более информативных дискуссиях. Рад это слышать, Джон. Не забывайте подходить к обсуждениям непредвзято и уважать разные мнения. Я буду помнить об этом, Анна. Важно создать атмосферу, в которой голос каждого будет услышан и уважаем. Хорошо сказано, Джон. Давайте продолжим учиться и расти вместе, используя силу знаний и уважительного диалога.
Не могу не согласиться, Анна. Спасибо, что поделились своими мыслями и идеями. Это был действительно полезный разговор. Спасибо и вам, Джон. Я ценю вашу открытость и готовность к содержательным беседам. За непрерывное обучение. Приветствую вас, Анна. Давайте проявим любопытство и воспользуемся возможностью расширить наши перспективы. Урок 4. Планирование маршрута. Не забудьте спланировать свой маршрут. Здесь есть множество достопримечательностей и музеев, которые стоит посетить. Это отличное напоминание, Джон. Я всегда планирую поездки заранее, чтобы максимально использовать свои поездки. Как ты обычно планируешь свой маршрут, Анна? Я начну с изучения популярных достопримечательностей и музеев в этом районе. Затем я расставляю приоритеты, исходя из моих интересов и свободного времени. Это похоже на системный подход, Анна. Это поможет вам не пропустить место, которое стоит посетить. Безусловно, Джон. Заблаговременное планирование позволяет мне составить сбалансированный маршрут и максимально использовать время, проведенное в новом месте. Есть ли какие-нибудь достопримечательности или музеи, которые вы рекомендуете посетить? Это зависит от местоположения, Джон. Но некоторые всемирно известные из них включают Эйфелеву башню, Лувр и Колизей. Это действительно знаковые достопримечательности, Анна. Я обязательно включу их в свой маршрут. Отличный выбор, Джон. Не забудьте выделить достаточно времени для каждой достопримечательности, особенно если вы планируете тщательно их изучить. Это хорошее замечание, Анна. Спешка по достопримечательностям не позволит мне в полной мере оценить их значение. Точно, Джон. Не торопитесь, погрузитесь в историю и культуру и создайте незабываемые воспоминания. Помимо знаменитых достопримечательностей и музеев, есть ли какие-нибудь места в глуши, которые вы бы порекомендовали посетить? Безусловно, Джон. Мне всегда нравится включать в свой маршрут несколько скрытых сокровищ. Местные рынки, парки и окрестности могут предложить уникальные впечатления. Звучит интригующе, Анна. Всегда интересно открывать для себя менее известные аспекты города или поселка. Действительно, Джон. Изучение местных достопримечательностей позволяет вам познакомиться с аутентичной культурой и пообщаться с местными жителями. Как сделать так, чтобы ваш маршрут был сбалансированным и не слишком насыщенным, Анна? Я стараюсь найти баланс между достопримечательностями, которые стоит посетить, и отдыхом, Джон. Важно проявлять гибкость для неожиданных открытий и расслабления. В этом есть смысл, Анна. Приятно сочетать в себе как запланированные мероприятия, так и спонтанные моменты во время поездки. Безусловно, Джон. Хорошо сбалансированный маршрут гарантирует, что вы получите незабываемые и приятные впечатления, не чувствуя себя подавленными. У вас есть советы по эффективной организации маршрута, Анна? Один совет — сгруппируйте достопримечательности в зависимости от их местоположения. Это минимизирует время в пути и позволяет эффективно исследовать близлежащее место. Это практичный подход, Анна. Это помогает оптимизировать время, затрачиваемое на транспортировку.
Еще один совет – учитывайте часы работы и любые специальные мероприятия или выставки, происходящие во время вашего визита. Это поможет избежать разочарований или упущенных возможностей. Отличное замечание, Анна. Быть в курсе любых событий, приуроченных к конкретному времени, позволяет мне максимально использовать свой визит. Наконец, не забудьте оставить место для отдыха и отдыха, Джон. Важно получать удовольствие от поездки, не торопясь. Я учту это, Анна. Баланс между исследованиями и отдыхом сделает мою поездку более приятной. Уверен, что так и будет, Джон. Не забывайте проявлять гибкость и принимать неожиданные моменты, которые часто оставляют самые лучшие воспоминания. Спасибо, что поделились своими идеями и советами, Анна. Теперь я лучше подготовлена к эффективному планированию маршрута. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Наслаждайтесь поездкой и прекрасно проведите время, исследуя достопримечательности и музеи. Я ценю вашу поддержку и добрые пожелания, Анна. Я с нетерпением жду приключений, которые меня ждут. Безопасных путешествий, Джон. Пусть ваш маршрут будет наполнен невероятными впечатлениями и незабываемыми моментами. Спасибо, Анна. Я постараюсь извлечь из этого максимум пользы. До следующего раза. Урок 5. Планирование короткой поездки. Да, я давно хотела съездить куда-нибудь в небольшое путешествие. Есть предложение. Звучит захватывающе, Джон. Есть много вариантов в зависимости от ваших предпочтений. Вы ищете отдых в городе или на природе. Я готова к обоим, Анна. Я хочу исследовать новое место и освежиться. Как насчет посещения близлежащего города с богатой историей и культурными достопримечательностями, например, Праги или Барселоны? И Прага, и Барселона звучат интригующе, Анна. Я посмотрю на них и посмотрю, какая из них мне понравится. Это хороший подход, Джон. Изучение основных достопримечательностей каждого пункта назначения поможет вам принять взвешенное решение. Помимо Праги и Барселоны, есть ли другие города, которые вы порекомендуете для короткой поездки? Если вам нравится архитектура и оживленная ночная жизнь, стоит обратить внимание на Амстердам и Берлин. Амстердам и Берлин кажутся вам интересными городами, которые стоит посетить, Анна. Я добавлю их в свой список возможностей. Другим вариантом может стать отдых на природе, Джон. Национальные парки или прибрежные города предлагают спокойствие и захватывающие дух пейзажи. Это тоже звучит привлекательно, Анна. У вас есть в виду какие-либо специальные природные ретриты? Как насчет посещения Шотландского Нагорья или прибрежных городов Чинкве-Терре в Италии? Шотландское Нагорье и Чинкве-Терре кажутся живописными местами, Анна. Я займусь их дальнейшим изучением. Отличный выбор, Джон. При принятии решения не забудьте учесть такие факторы, как время в пути, бюджет и доступные развлечения. Это важные аспекты, которые следует учитывать, Анна. Я обязательно учту их при планировании поездки. Кроме того, подумайте о погоде и о том, когда лучше всего посетить выбранное вами место, Джон. Это может сильно повлиять на ваши впечатления. Это хорошее замечание, Анна. Я проверю погодные условия и выберу оптимальное время для посещения.
Не забудьте взять с собой все необходимое, например, удобную обувь, путеводитель и фотоаппарат, чтобы запечатлеть воспоминания, Джон. Я это запишу, Анна. Важно хорошо подготовиться к приятной поездке. Наконец, проявите непредвзятость и отправляйтесь в приключения, Джон. Короткие поездки – отличный способ открыть для себя новое место и создать незабываемые воспоминания. Не могу не согласиться, Анна. Мне не терпится отправиться в это короткое путешествие и погрузиться в новую среду. Я очень рада за тебя, Джон. Наслаждайтесь путешествием и максимально используйте время, проведенное вдали. Безопасных путешествий! Спасибо, Анна. Ваши предложения и поддержка очень важны. Я обязательно проведу незабываемое путешествие. До тех пор, пока мы снова не поговорим. Урок 6. Готовим вместе. Закончи, и мы сможем готовить вместе. Отлично. Я позабочусь о том, чтобы все ингредиенты были готовы. Звучит как забавный план, Джон. Какое блюдо вы хотите приготовить на нашем кулинарном сеансе? Как насчет того, чтобы попробовать свои силы в приготовлении домашней пиццы? Мы можем выбрать наши любимые начинки и насладиться процессом. Домашняя пицца звучит очень вкусно, Джон. Мне не терпится создать собственные вкусы по индивидуальному заказу. Отлично. Давайте начнем с приготовления теста. Нам понадобится мука, дрожжи, вода, соль и немного оливкового масла. Я помогу тебе с тестом, Джон. Важно тщательно следовать рецепту, чтобы добиться правильной текстуры. Безусловно, Анна. Вымесим тесто, пока оно не станет гладким и эластичным, а затем дадим ему немного подняться. Пока тесто отдыхает, мы можем приготовить соус для пиццы. Нам понадобятся помидоры, чеснок, базилик и немного оливкового масла. Звучит неплохо, Анна. Давайте нарежем помидоры, измельчим чеснок и смешаем их с другими ингредиентами, чтобы получился ароматный соус. Как только соус будет готов, можно переходить к начинкам. Какая твоя любимая начинка для пиццы, Джон? Мне нравится классическое сочетание сыра моцарелла, пепперони, лука и болгарского перца. Как насчет тебя, Анна? Мне нравится пицца с овощами с грибами, оливками, шпинатом и сыром фета. Это полезный и вкусный вариант. Отличный выбор, Анна. Мы можем приготовить различные начинки в соответствии с нашими предпочтениями. Когда тесто поднимется, мы можем разделить его на небольшие порции и сформировать из них основу для пиццы. Верно, Анна. Раскатаем тесто, добавим соус и начинку, а затем запечем в горячей духовке. Важно разогреть духовку до высокой температуры, чтобы получилась хрустящая корочка, Джон. Безусловно, Анна. Мы хотим, чтобы в нашей домашней пицце был идеальный баланс жевательности и хрустящей корочки. Пока пицца выпекается, мы можем приготовить свежий салат или немного чесночного хлеба в качестве гарнира. Звучит как отличная идея, Анна. Освежающий салат или чесночный хлеб прекрасно дополнят пиццу. Как только пицца станет золотистой, а сыр расплавится, мы можем вынуть ее из духовки и дать немного остыть. Главное — терпение, Анна. Сложно устоять перед соблазнительным ароматом, но мы не хотим обжечь язык.
Наконец, мы можем нарезать пиццу ломтиками, разложить по тарелкам и насладиться домашним застольем. Не могу дождаться, когда смогу покопаться, Анна. Совместное приготовление пищи и совместная трапеза — это всегда особенный опыт. Действительно, Джон. Это прекрасный способ сблизиться и создать воспоминания. Давайте насладимся каждым кусочком. Спасибо за то, что ты моя партнерша по кулинарии, Анна. Я ценю ваш энтузиазм и навыки на кухне. Это мое удовольствие, Джон. Готовить вместе всегда приятно. Приветствуем нашу домашнюю пиццу. Ура! Вас ждет вкусная еда, хорошая компания и радость кулинарных приключений. Урок 7. Заманчивый вегетарианский вариант. Звучит заманчиво. Это вегетарианский вариант. Да, это так. Сегодня я приготовила для нас вкусное овощное жаркое. Рада это слышать, Анна. Я стараюсь включить в свой рацион больше растительных блюд. Отличный подход, Джон. Вегетарианские блюда могут быть одновременно питательными и ароматными. Какие овощи вы использовали для жарки, Анна? Я использовала красочную смесь болгарского перца, брокколи, моркови и гороха. Это яркое сочетание. Звучит замечательно, Анна. Мне нравится разнообразие текстур и вкусов разных овощей. Безусловно, Джон. Для полноценного блюда важно иметь хорошее сочетание овощей. Использовали ли вы какие-либо соусы или приправы для улучшения вкуса? Да, я добавила соус на основе сои с нотками чеснока и имбиря. Это придает жареному пикантный и ароматный вкус. Звучит очень вкусно, Анна. Мне нравятся ароматы умами, которые соевый соус привносит в блюдо. Это действительно придает вкус приятной глубине. Я также посыпала сверху семенами кунжута, чтобы придать им хрустящую текстуру. Семена кунжута — отличное дополнение, Анна. Они не только придают текстуру, но и придают ореховый вкус. Безусловно, Джон. Это маленькие штрихи, которые могут улучшить блюдо и сделать его более приятным. Не могу не согласиться, Анна. Презентация и внимание к деталям могут сделать блюдо еще более заманчивым. В качестве рекомендации по сервировке мы можем попробовать жареное мясо с приготовленным на пару рисом или лапшой на гарнир. И рис, и лапша отлично подходят к гарниру, Анна. Они дополнят вкус жареного мяса. А если вам нравится немного тепла, мы можем добавить немного хлопьев чили или немного соуса шрирача. Мне нравится немного остроты, Анна. Немного чили или шрирачи, несомненно, добавят блюду изюминку. Замечательно. Я рада, что вегетарианское жаркое нравится тебе, Джон. Это питательный и сытный вариант. Спасибо, что учли мои диетические предпочтения, Анна. Я ценю твою вдумчивость. Добро пожаловать, Джон. Важно учитывать предпочтения каждого и вместе готовить вкусное блюдо. Действительно, Анна. Приготовление пищи и совместное использование еды — прекрасный способ познакомиться и оценить разные вкусы.
Безусловно, Джон. Еда объединяет людей. Давайте попробуем это вегетарианское жаркое. С нетерпением жду этого, Анна. Давайте углубимся и насладимся ароматами этого восхитительного блюда. Приятного аппетита, Джон. Пусть это блюдо станет восхитительным праздником для наших вкусовых рецепторов. Спасибо, Анна. Приветствуем вкусную еду и радость от знакомства с вегетарианскими блюдами. Урок 8. Покупка билетов. Нужно ли покупать билеты на концерт заранее? Совсем нет, Джон. Мы можем просто пойти в билетную кассу или воспользоваться автоматом на месте. Это удобно. Это избавляет нас от необходимости покупать билеты заранее. Да, приобрести билеты на месте очень просто. Есть ли у входа на концертную площадку билетная касса? Да, обычно прямо у входа есть билетная касса, куда можно легко добраться. Это удобно. Нам не придется далеко ходить за билетами. Кроме того, в некоторых заведениях есть автоматы самообслуживания для покупки билетов. Как работают автоматы самообслуживания? Вы просто выбираете нужное количество билетов, производите оплату, и автомат выдаст билеты. Звучит просто и удобно. Так и есть, Джон. Автоматы спроектированы так, чтобы ими было легко пользоваться, что позволяет без проблем покупать билеты. Есть ли преимущество в использовании билетной кассы вместо автомата? Одним из преимуществ является то, что вы можете связаться с сотрудником в билетной кассе, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь. Это полезно, особенно если у нас есть конкретные вопросы или нам нужны рекомендации. Кроме того, билетная касса может принимать различные способы оплаты, включая наличные. Приятно это знать. Это обеспечивает гибкость вариантов оплаты. Однако автоматы самообслуживания часто также принимают различные способы оплаты, включая кредитные карты. Это удобно для тех, кто предпочитает использовать карты для транзакций. Да, он учитывает разные предпочтения и делает процесс более удобным для всех. В целом, похоже, что покупка билетов на концерт будет простым процессом. Безусловно, Джон. Независимо от того, выберем ли мы билетную кассу или автоматы самообслуживания, проблем не должно быть. Давайте прибудем на место и успеем купить билеты и найти место. Согласен, Джон. Заблаговременное планирование обеспечит приятное проведение концерта. Здесь вы сможете без труда купить билеты и насладиться фантастическим концертом. Приветствую вас. Желаем вам приятной покупки билетов и незабываемого времяпрепровождения на концерте. Ура! Давайте окунемся в атмосферу живой музыки и сохраним воспоминания, оставшиеся во время концерта. Урок 9. Повышенный комфорт на рабочем месте. Да, это обеспечивает больший комфорт для сотрудников. О каком аспекте вы говорите? Я говорю о гибких вариантах рассадки в офисе.
Это дает сотрудникам свободу выбора места работы. Это интересно, Анна. Значит, они не ограничены определенным столом или кабинкой. Точно, Джон. В офисе есть различные зоны отдыха, такие как столы, уютные уголки и место для совместной работы. Звучит как освежающее изменение. Это позволяет сотрудникам найти рабочее пространство, соответствующее их потребностям и предпочтениям. Безусловно, Джон. Некоторые люди предпочитают сидеть стоя во время работы, в то время как другим может понравиться более спокойная рассадка. Я вижу, как это будет способствовать повышению комфорта и производительности. На рабочем месте важно иметь возможность выбора. Это определенно повышает производительность, Джон. Когда сотрудники могут выбирать, где им работать, они чувствуют себя более сильными и мотивированными. Согласна, Анна. Комфорт на рабочем месте может положительно повлиять на концентрацию внимания и общее самочувствие. И дело не только в физическом комфорте. В офисе также отдают предпочтение хорошему освещению и правильной эргономике. Хорошее освещение и эргономичная мебель необходимы для здоровой и благоприятной рабочей среды. Безусловно, Джон. Достаточное освещение снижает нагрузку на глаза, а эргономичная мебель поддерживает осанку и снижает дискомфорт. Приятно видеть, что компании инвестируют в благополучие своих сотрудников. Это создает позитивную рабочую культуру. Определенно, Джон. Когда сотрудники чувствуют, что их ценят и о них заботятся, они с большей вероятностью будут вовлечены и удовлетворены своей работой. Не могу не согласиться, Анна. Это взаимовыгодная ситуация как для сотрудников, так и для компании. Я рад, что мы пришли к единому мнению, Джон. Уделение приоритетного внимания комфорту сотрудников способствует созданию более гармоничного и продуктивного рабочего места. Действительно, Анна. Комфортная рабочая среда способствует творчеству, сотрудничеству и общему удовлетворению работой. Приятно видеть, какое положительное влияние простые изменения могут оказать на благополучие сотрудников. Безусловно, Анна. Это напоминание о том, что небольшие изменения могут существенно изменить жизнь людей. И отрадно видеть, что компании осознают важность комфорта сотрудников и принимают меры по его улучшению. Надеюсь, что все больше организаций последуют этому примеру и уделяют приоритетное внимание благополучию своих сотрудников. Будем надеяться, что да, Джон. Каждый заслуживает комфортной и благоприятной рабочей среды. Не могу не согласиться, Анна. Вот два рабочих места, где главное внимание уделяется комфорту сотрудников и созданию позитивных впечатлений от работы. Ура! Пусть все больше организаций признают важность комфорта и благополучия на рабочем месте. Приветствую вас. Удобное рабочее место делает сотрудников счастливыми и успешными. Урок 10. Основной список. Определенно, сначала перечислите. Я запишу основные вещи, которые нам понадобятся для поездки. Отличная идея, Джон. Наличие контрольного списка гарантирует, что мы не забудем ничего важного. Давайте начнем с основ. Нам понадобится одежда, туалетные принадлежности и проездные документы. Безусловно, Джон.
Не забудьте взять с собой достаточное количество нарядов на время поездки и любых особых случаев. Хорошо, я запишу это на заметку. И мы должны взять с собой туалетные принадлежности для путешествий, чтобы сэкономить место в сумках. Это разумное предложение, Джон. Также неплохо иметь адаптер для путешествий для зарядки наших устройств. Хорошее замечание. Я добавлю это в список. Нам также следует взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть воспоминания. Определенно, Джон. Камера необходима для документирования наших приключений и создания незабываемых воспоминаний. Мы также должны взять с собой закуски для поездки, особенно если это долгая поездка. Закуски — отличная идея, Джон. Они зарядят нас энергией и удовлетворенностью во время путешествия. Я добавлю в список закуски и многоразовую бутылку с водой, чтобы избежать обезвоживания. Идеальный. Важно избегать обезвоживания, особенно когда мы в пути. Нам также следует рассмотреть любые конкретные вопросы в зависимости от пункта назначения и запланированных мероприятий. Верно, Джон. Если мы отправляемся в поход, нам понадобится прочная обувь и подходящее снаряжение для активного отдыха. Я сделаю заметку, чтобы изучить погоду и рельеф нашего пункта назначения, чтобы упаковать вещи соответствующим образом. Отличная идея. Нам также следует взять с собой в путешествие развлечения, например, книги или музыку. Развлечения очень важны, Анна. Это помогает скоротать время и развлекать нас во время длительных перелетов или поездок. И не забудьте важные документы, такие как паспорта, удостоверение личности и все необходимые туристические визы. Безусловно, Анна. Перед отъездом мы должны еще раз проверить наличие всех необходимых документов. Наконец, рекомендуется иметь аптечку первой помощи с основными медицинскими принадлежностями на случай чрезвычайных ситуаций. Безопасность прежде всего, Анна. Я также добавлю аптечку первой помощи в список. Отлично. С этим списком мы хорошо подготовимся к предстоящей поездке. Я рад, что мы действуем инициативно и организованно. Это сделает наше путешествие намного более комфортным. Определенно, Джон. Подготовка снижает стресс и позволяет нам сосредоточиться на получении удовольствия от поездки. Не могу не согласиться, Анна. Впереди хорошо спланированное и незабываемое приключение. Ура! Пусть наш контрольный список гарантирует, что у нас есть все необходимое для фантастического путешествия. Приветствую вас. Давайте сделаем это путешествие похожим на книги и вместе создадим потрясающие воспоминания. Урок 11. Принятие решений. Не знаю, как это сделать. Какие-нибудь советы? Что ж, сначала подготовьте список причин, по которым вы рассматриваете это решение. Это хорошая отправная точка, Анна. Записывание плюсов и минусов поможет прояснить ситуацию. Определенно, Джон. Это позволяет вам более четко увидеть преимущества и потенциальные недостатки. Когда у меня будет список, как мне оценить важность каждого фактора? Присвойте каждой причине значение или вес в зависимости от ее значимости для вас. В этом есть смысл.
Уделяю приоритетное внимание наиболее важным для меня факторам. Точно, Джон. Это поможет вам расставить приоритеты в том, что действительно важно при принятии решения. Что делать, если причины в списке противоречивы или кажутся одинаково важными? В этом случае рассмотрите долгосрочные последствия и потенциальные результаты каждого выбора. Итак, мне следует подумать о том, насколько каждый вариант соответствует моим целям и ценностям. Да, Джон. Ваши цели и ценности должны определять процесс принятия решений. Это полезная точка зрения, Анна. Это дает мне основу для оценки моих вариантов. Кроме того, обратитесь за советом к доверенным друзьям или наставникам, которые могут высказать разные точки зрения. Отличное замечание, Анна. Иногда мнение со стороны может пролить свет на то, что мы, возможно, упустили из виду. И не забудьте прислушаться к своей интуиции. Иногда интуиция может направить вас в правильном направлении. Мне следует помнить, что я доверяю своим инстинктам. Важно слушать себя. Безусловно, Джон. Ваша интуиция часто может подтолкнуть вас к правильному решению. Как мне сделать окончательный выбор после того, как я соберу всю информацию и точки зрения? Потратьте время на то, чтобы подумать и обдумать, насколько каждый вариант соответствует вашим ценностям и долгосрочным целям. Итак, речь идет о том, чтобы найти вариант, наиболее аутентичный и соответствующий мне. Точно, Джон. Принятие решения, которое найдет отклик у вас на более глубоком уровне, обычно является правильным выбором. Я ценю твой совет, Анна. Это дало мне более четкое представление о том, как подойти к этому решению. Добро пожаловать, Джон. Помните, что принятие решений может быть непростым делом, но при правильном процессе вы сделаете лучший выбор для себя. Спасибо за рекомендации, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее, двигаясь вперед. Я рада, что смогла помочь, Джон. Просто доверьтесь себе, и все встанет на свои места. Действительно, Анна. Мы должны принимать взвешенные решения и идти по выбранному нами пути. Ура! Пусть ваше решение приведет вас к успешному и плодотворному путешествию. Приветствую вас. Я готов принять это решение четко и убедительно. Урок 12. Оценка искусства. Это хороший способ оценить искусство и узнать что-то новое. Безусловно, Джон. Искусство способно покорять наши чувства и расширять наше понимание. Меня удивляет, как искусство может вызывать разные эмоции и интерпретации. В этом прелесть искусства, Джон. Оно по-своему обращается к каждому человеку. Мне нравится изучать различные виды искусства, такие как картины, скульптуры и даже перформанс. Каждая форма искусства предлагает свой собственный опыт и историю. Удивительно, как художники могут передавать идеи и идеи с помощью своего творческого самовыражения. Искусство позволяет нам смотреть на мир с разных точек зрения и бросать вызов собственному мышлению. Согласна, Анна.
Это побуждает нас задавать вопросы, ценить и размышлять об окружающей нас красоте. А искусство способно преодолеть языковые барьеры и сделать его универсальным языком. Это правда, Анна. Искусство может общаться и объединять людей из разных культур и происхождения. Это мощный инструмент для развития понимания и сочувствия. Я также ценю то, как искусство может отражать социальный и исторический контекст своего времени. Искусство отражает исторические моменты и может служить документом культурной эволюции. А посещение художественных галерей и музеев — это тщательно подобранный опыт, позволяющий погрузиться в искусство. Здесь можно сфокусированно и созерцательно заняться искусством. Меня вдохновляет увидеть работы известных художников и открыть для себя новые таланты. Это возможность познакомиться с различными художественными стилями и техниками. А искусство может пробудить наше собственное творчество и породить новые идеи в различных сферах жизни. Безусловно, Джон. Это побуждает нас творчески мыслить и исследовать собственные художественные формы. Итак, давайте постараемся ценить искусство и исследовать красоту, которую оно может предложить. Согласен, Джон. Давайте воспринимаем искусство как источник вдохновения и личностного роста. Мы рады искусству и безграничным возможностям, которые оно приносит в нашу жизнь. Приветствую вас. Пусть наши творческие путешествия будут наполнены чудесами и открытиями. Ура! Давайте отправимся в это творческое приключение и позволим искусству обогатить наши души. Урок 13. Доступные цены. Цена этой модели — да. Она по разумной цене по сравнению с другими. Приятно это слышать, Джон. Доступность — важный фактор для многих людей. Безусловно, Анна. Всегда полезно найти продукт с оптимальным соотношением цены и качества. Важно сопоставить характеристики и качество с ценой, которую мы платим. Согласна, Анна. Иногда более высокие цены не обязательно означают лучшее качество. Это правда, Джон. Нам следует искать продукты, отвечающие нашим потребностям, без больших затрат. Изучение и сравнение цен могут помочь нам принимать обоснованные решения о покупке. Важно учитывать такие факторы, как долговечность, функциональность и отзывы клиентов. Кроме того, стоит искать скидки или рекламные акции, чтобы получить лучшие предложения. Да, использование распродаж или сезонных предложений поможет нам сэкономить деньги. Кроме того, важно учитывать долгосрочную стоимость продукта. Это хорошее замечание, Джон. Иногда, потратив немного больше аванса, мы можем сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Речь идет о поиске правильного баланса между качеством и доступностью. И понимание собственных потребностей и приоритетов при принятии решений о покупке. Безусловно, Анна. Речь идет о том, чтобы найти золотую середину, где качество сочетается с разумной ценой. И не забывайте о своем бюджете, но при этом покупайте продукт, который нам пригодится.
Итак, давайте всегда учитывать цену и другие важные факторы при покупке. Не могу не согласиться, Джон. Давайте будем умными покупателями и будем делать осознанный выбор. Мы стремимся найти товары по разумным ценам, которые принесут нам удовольствие и принесут нам пользу. Приветствую вас. Пусть наши покупки всегда соответствуют нашим потребностям и бюджету. Ура! Давайте разборчиво ориентируемся в мире ценообразования и сделаем правильный выбор. Урок 14. Безмятежный маленький городок. Однажды я побывал в очаровательном маленьком городке с живописными видами. Там было так спокойно. Звучит замечательно, Джон. Небольшие города часто отличаются неповторимым шармом и спокойствием. Безусловно, Анна. Это был освежающий побег от шума и суеты городской жизни. Мне нравится посещать небольшие города и исследовать их скрытые жемчужины. Я тоже, Анна. В простоте и медленном ритме жизни есть что-то особенное. У вас было любимое место или вид в этом маленьком городке? Да, через город протекала красивая река, окруженная пышной зеленью. Звучит идиллически, Джон. Природа может приносить мир и спокойствие. Было очень приятно прогуляться по берегу реки и окунуться в спокойную атмосферу. В небольших городах часто можно познакомиться с местной культурой и традициями. Вы сталкивались с этим? Определенно, Анна. У меня была возможность пообщаться с дружелюбными местными жителями и узнать об их обычаях. Это одно из преимуществ небольших городов — теплота и гостеприимство местных жителей. Не могу не согласиться, Анна. Это создает ощущение принадлежности и связи. Вы сталкивались с какими-либо уникальными достопримечательностями или историческими местами в этом маленьком городке? Да, здесь была очаровательная старинная церковь с прекрасной архитектурой, имеющая богатую историю. Изучение исторических мест позволяет нам заглянуть в прошлое города и его значение. Это все равно, что вернуться в прошлое и оценить наследие этого места. В небольших городах часто есть скрытые сокровища местной кухни. Вы пробовали что-то особенное? Безусловно, Анна. Я побаловала себя вкусными домашними блюдами в уютных местных ресторанах. Это одно из прелестей посещения небольших городов — аутентичная и сытная еда. Это был незабываемый опыт, Анна, и я надеюсь в будущем посетить еще больше очаровательных небольших городов. Я чувствую то же самое, Джон. Маленькие города могут покорить наше сердце своей красотой и простотой. Окунитесь в тишину и очарование небольших городов, где можно обрести покой и оставить незабываемые воспоминания. Приветствую вас. Пусть наши путешествия приведут нас в более живописные маленькие города и наполнят наши души спокойствием. Ура! Давайте насладимся красотой этих скрытых сокровищ и насладимся умиротворенными моментами, которые они предлагают.